Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня мы будем готовить мини-стейки по-азербайджански. Вернее, мы будем их подготавливать, друзья, потому что готовить мы их будем через 2 дня. Сегодня мы мясо нарежем, замаринуем хорошенько, и оно у нас пролежит 2 суток в холодильнике. А через 2 дня мы с вами его начнем готовить. Это у нас седло теленка. Одна сторона, как вы видите. Сейчас мясо срежем с кости. Нарежем его и будем мариновать. Стараемся срезать максимально близко к кости, к позвоночнику. Вот такой хороший кусочек получился, друзья. Килограмма на 2,5-3. Значит, что я сейчас делаю? Я мясо чуть-чуть обработаю. Вот эту толстую часть срежу, где здесь вот явная жила, да. Ее я уберу, конечно. Антон. Нарезаем сантиметра 3 толщиной. Друзья, мясо это настолько постное, вы сами видите, да. То есть здесь без маринада просто не обойтись. Иначе из него просто не получится ничего путного. Да, а маринад я буду использовать наш классический. То, что мы всегда используем в случае с данной бастромасой, то есть с телятиной. Это такой классический, годами проверенный маринад. Сейчас сами увидите, что это. Так, для нашего классического маринада понадобится много лука. Нарезаем полукольцами. Луковая подушечка. И выкладываем наше мясцо. Сюда идет тимьян, чабрец. Черный перец. Лимоны. Выживаем. Лучком засыпаем опять. И оставшееся мясо. Чабрец. Черный перец.
Засыпаем оставшимся луком. Чуть-чуть приминаем, чтобы сока выделилось больше. Теперь заливаем это растительным маслом. У меня оливковое, но это не принципиально. Какой-нибудь нейтральный. И, друзья, конечно же, мы это не солим. Потому что за 2 суток соль мясо сделает деревянным. И за это солить нельзя. Солить можно на короткие маринады, там, на час, на 2. На длительные не советую. Все, и вот в таком вот состоянии кладем мы это дело в холодильник. И забываем про него на 2 суток. Через 2 дня встретимся. Друзья, прошло 2 дня. Наше мясо хорошенько замариновалось. Если оно поменяло цвет. Сейчас мы его посолим хорошенько. И теперь оно уже готово к приготовлению. Нанизываем на шампура. Видите, какие мини-стейки получились. Говядина, мини-стейки по-азербайджански. У нас это блюдо, этот вид шашлыка очень распространен. Такой специфический, очень приятный запах, друзья. Когда мясо стоит в маринаде, да, вот бастырма на азербайджанском говорим. Оно вбирает в себя запахи лука, зелени, то есть чабреца я имею в виду. И запах, аромат, вернее, очень приятный. Друзья, пока огонь разгорается, мы также нанизим помидорчики и перчики. Без них шашлык не шашлык. И мои любимые острые перчики. Сейчас, знаете, не так просто найти действительно острые перцы. Покупаешь, вроде написано острый, а по правде сладкий. А я люблю остренький. Пошли, друзья. Все, друзья, весь ужин у нас уже на мангале. Проверим перцы, потому что они у нас быстрее всего обычно жарятся, готовятся. Помидорчики пусть пока пекутся. Мясо еще рано. Угу. Процесс идет.
телятинка в чабреце. Друзья, знаете, какая она сочная. Вот этот рецепт для говядины. Для простой, да, я имею в виду, не такой, не мраморный. Он просто идеален. Потому что простую говядину, в принципе, я вам скажу, может быть, за исключением вырезки, приготовить вот так, как говорится, с нахрапом сразу не получается. Нужно обязательно или же выдерживать ее не меньше недели, или же мариновать. Хотя и мраморную говядину тоже выдерживают, как мы все знаем. А перчики уже готовы. Все, друзья, готово. Пересушивать ни в коем случае нельзя. Поехали. Вот так. Вот какие они симпатичненькие. Мини-стейки. Вуаля, друзья. Вот такой скромный ужин на даче. Сниму пробу. Так мне хорошо знаком этот вкус. У нас этот вид шашлыка очень распространен. Очень вкусно и нежно. Вот что маринад животворящий делает. Друзья, прям наслаждаюсь вкусом. Очень вкусно, очень сочно. Спасибо большое вам за просмотр. А мне спасибо за доставленное вам удовольствие. До новых встреч на нашем канале. До свидания.